6 лет назад вышел Ведьмак 3, 10 лет назад вышел второй Ведьмак, а значит первому уже в следующем году будет 15 лет. Совсем взрослый, почти как я. У меня тоже скоро день рождения и первая знаменательная дата в жизни. Но несмотря на прошедшие года, один вопрос все еще терзает умы и души каждого, кто проходил или проходит Ведьмака прямо сейчас. Кто лучше? Трис или Йеннифер? Какую чародейку предпочел бы Геральт, будь у него собственный выбор? А какую лично для себя бы выбрал каждый игрок, будь у него такая возможность? А может лучше обеих или даже никого? И горе оно все ясным магическим пламенем, ведь верные Лютик и Плотва все равно навсегда останутся с Белым Волком. Как показали прошедшие годы, единого правильного ответа на данный вопрос не существует. И это нормально. Каждый решает лично для себя, в чью пользу сделать выбор и на чем этот выбор должен быть основан. Мое дело маленькое. Спустя 6 лет после релиза вновь взвесить все за и против, чтобы помочь определиться с этим личным выбором, а возможно и переубедить кого-то под воздействием новых фактов или упущенных моментов, ведь за эти годы кое-что изменилось. И если ранее я почти всегда окончательно и бесповоротно пытался всех убедить, что Трис это не выбор Геральта, что она маленькая наивная девочка, которая просто влюбилась в Ведьмака и ничего для него не значит, что этой чародейкой помыкали все, кому не лень, и она просто не ровня волку, тогда как Йеннифер тот самый идеал, несмотря на все особенности сложного характера и волевого поведения, то сейчас все закончится немного иначе, ведь даже мое личное восприятие каждой из чародеек окончательно изменилось. А учитывая, что мне до сих пор пишут и спрашивают, какую из магичек лучше выбрать, как вернуть отношения с той или другой чародейкой, если уже признался в любви одной из них, и на стримах готовы разорвать бедного стримера, если он вдруг выбрал не ту волшебницу, то этот вопрос получается все еще актуален, даже несмотря на прошедшие 6 лет. Кстати, относительно недавно по интернету прокатился слушок, что фанатский графический мод HD Reworked Project может быть включен в официальную Next Gen версию Ведьмак 3, это которая должна быть с прикрученным RTX и прочими современными технологиями. Мод очень хорош, сам его использую, но вот в чем проблема. Думаю, новая версия пойдет не на всех компьютерах, а значит приходит время облачных технологий. MyGamesCloud это новый сервис для облачного гейминга. Все в комплекте. Лучшие игры с топовой графикой на любом железе, даже с поддержкой 4К и 120 FPS. Ничего не нужно скачивать. Открыл и играешь на любых компах. Неважно, Windows у вас или Mac. Но главная фишка сервиса это бесплатный тариф без прерывающихся сессий. Заценить стоит обязательно. Тем более, что уже доступны сотни игр, а библиотека постоянно пополняется. Dying Light, Dead by Daylight, Conan Exiles, EVE Online или, например, фэнтезийная приключенческая ролевая игра про перемещение во времени Evoland Legendary Edition, стратегия, вдохновленная скандинавской мифологией, где можно возглавить клан викингов, Норсгард, или кооперативный роуглайт, в котором предстоит выбраться из средневекового города, кишащего монстрами, Дарксбург. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и играйте на максималках в самые топовые новинки. What are you doing? Killing monsters. Привет, бродяги! Мое имя Voice Rebus, это просто канал об играх. Напоминаю про поддерживающий лайк и подписку, чтобы не пропустить новые видео. Отдельно благодарю каждого спонсора за оказанное доверие и поддержку. Для начала немного истории любви. Во время путешествия одинокого белого волка, скитаний по темным лесам, холодным болотам и бескрайним пустошам, единственным другом Геральта была Плотва. С ней он проводил ночи, грея друг друга теплом жарких тел, разделял ужин, разговаривал, иногда даже получая ответ, и угощал эликсирами. Любая Плотва всегда была верным и лучшим другом волку. Но однажды угораздило Геральта спасти странствующего барда Лютика. Как это произошло, я рассказывал в одном из роликов. Весьма интересная и захватывающая история о любви и свадьбе. Но главное, что теперь Седому приходилось постоянно слушать разговоры барда с эльфийскими корнями аристократического происхождения, делить теперь уже с ним свой ужин и постель, а также выпутывать новоявленного друга из разнообразных историй, одна из которых и познакомила Геральта с будущей любовью всей его нечеловечески длинной жизни.
Во время рыбалки Лютика угораздило вытащить из воды целого магического джина. Настоящего, который еще и желание исполняет. Только вот с джинами лучше не связываться, и бедного барда слегка покалечило. Дабы спасти приставшего друга от магических ран, Геральту пришлось обратиться в ближайший город, к единственно доступной во всех смыслах чародейке Йеннифер, которой, к счастью, как раз позарез нужен был джин, чтобы решить свою личную проблему. Ведьмак и магичка ударили по рукам, Йен очаровала Геру и отправила его заниматься грязными делами в город, за что ему в итоге сулила виселица. Лютик же загадал свое последнее желание, чтобы джин от него отвязался, а волшебница попыталась захватить магическое создание. Но все пошло по одному месту. Джин захватываться не хотел, ведь его истинным хозяином был Геральт, а Геральта, видимо, слишком хорошо приложили по голове чем-то тяжелым, ведь вместо того, чтобы возненавидеть чародейку за то, что она его использовала, волк влюбился и потратил последнее желание на то, чтобы спасти и навсегда связать себя с Йеннифер. Вот уж интересная история знакомства, будет о чем рассказывать детям. Ах да, чародейки и ведьмаки же бесплодны, хотя нашим голубкам это не мешало периодически хорошо проводить время и по полной развлекаться, ломая кровати и мешая спать соседям, которые были вынуждены это терпеть, ведь попробуй что-то сказать демоническому мутанту и магической волшебнице. Впрочем, ключевое слово тут периодически. Геральт и Йеннифер не сказать, чтобы жили душа в душу. Они то сходились под магией безумной и неистово неутолимой любви, то разбегались, не оставляя друг другу даже записки, пока однажды, в момент одного из таких расставаний, Геральту не подкатила молодая, очень милая, обаятельная и рыженькая чародейка по имени Трис. Трис была подругой Йеннифер, довольно близкой, между прочим, и все же она не смогла сдержать свое любопытство, а также, вероятно, низменную похоть и легла под белого волка. Пардон, немного некрасивые слова. Скажем так, она соблазнила одинокого Геральта одной длинной, темной и холодной ночью. Интрижка на один раз, бурный роман ради интереса. Так думала сама Трис, пока после расставания не поняла, что влюбилась, и теперь всеми силами ищет новой встречи с Белым Волком. Но когда такая встреча наступает в Каэр Морхене, когда Геральт привозит в крепость тогда еще юную ласточку, Трис получает немой, но крайне говорящий отказ. Теперь она не увидит на себе его любящий и горячий страстью взгляд и не почувствует эманирующее прикосновение ведьмака к чародейке. В книгах нет выбора между Трис и Йен, есть только Йеннифер. Но спустя годы и одну смерть Белого Волка у Трис все же появляется новый шанс. Раненого и потерявшего память Геральта находят у стен Каэр Морхена. Он не помнит ни ее, ни себя, ни Йеннифер, но помнит, что Трис была ему дорога, а значит у чародейки появился еще один шанс. И она его успешно воплощает на протяжении 2 последующих игр, до тех пор, пока Белый не вспоминает о той, кого любил всем сердцем. Тут начинаются события Ведьмак 3, где Геральту, а значит и игроку, предстоит для себя окончательно решить, кого из чародеек выбрать. И выбрать есть из чего, потому что обе кандидатки сильно отличаются друг от друга, и с ними Ведьмака явно ждет максимально разная жизнь. Йеннифер – женщина необыкновенной красоты. Красивые фиалковые глаза, роскошные черные волосы, приятный запах крыжовника и сирени. Но для подчеркивания своей привлекательности она применяет магические эликсиры. В прошлой жизни была горбуней, да и вообще она старше Геральта, который, кстати, считает Йен хоть и привлекательной, но не идеальной. Немного длинноватый нос, немного узковатые губы, не слишком большая грудь, подбородок скошенный чуть больше, чем следовало бы, не очень правильные брови. Ведьмачьи глаза видят не только внешность, но и суть, остатки прошлого, тяжелую судьбу и многое другое. Трис же наоборот, естественно красива, достаточно молода и, насколько мы знаем, не использует эликсиры для поддержания привлекательной внешности, как минимум потому, что у нее аллергия, а также не подвергалась тому самому обряду, который обратил Йен из горбуньи в красавицу. Трис Меригольд настолько привлекательна, что была изображена на обложке польской версии журнала Playboy за май 2011 года, то есть даже ИРЛ ее признали влиятельной красоткой. Еще бы, талия всего 55 сантиметров. На самом деле в книгах Трис уделяется не так много внимания. Даже когда Геральт осматривал могильный камень на Соденском холме, где были перечислены имена всех погибших чародеев, он даже не обратил внимания на имя Трис Меригольд, ища глазами только Йеннифер. Также между играми и книгами есть различия в облике Трис. В книгах волосы чародейки имеют каштановый оттенок, тогда как в играх скорее огненно-рыжий. В книгах у Трис голубые глаза, тогда как в играх в них
них изумрудный отлив. И самое важное отличие: в играх отсутствует шрам на всю грудь, который Меригольд получила во время той самой битвы, когда была ошибочно призвана мертвой. Разработчики как будто забыли об этом, никак не прокомментировав его исчезновение. В любом случае, Трис является светлым и мягким персонажем. Ей не чуждо стеснение, преданность, милосердие, сочувствие и сострадание. Она всегда старается помочь, мила и добродушна, всегда позитивна и жизнерадостна. Тогда как характер Йеннифер можно описать одним словом: он невыносим. В целом Йен, конечно, и мудра, и в принципе добра, но абсолютно беспринципна, безжалостна, жестока и готова пойти на все ради достижения своих целей. А еще ради семьи и близких. Это важно, потому что если опираться только на описание, то между естественно красивой доброй Трис и измененной беспринципной Йен хочется выбрать первую. Впрочем, именно характер Йеннифер позволил ей действовать, когда, например, пропала Цири. Она выступила против ложи чародеек, самостоятельно отправилась спасать свою приемную дочь и вступила в бой с сильнейшим чародеем ради нее. Тогда как Трис не могла решиться на подобное и действовала в рамках, пусть и пытаясь хоть как-то поддержать свою сестренку Цири. Когда Геральта из Ривии смертельно ранили в Ривии, Йеннифер потратила все доступные ей магические силы, чтобы попытаться спасти его, тогда как Трис, специализирующаяся на целебной магии, не делала ничего. И даже в Ведьмак 3 Трис по большей части занимается своими делами, пока Йен активно пытается спасти Цири. Опять, вам недостаточно этого? В играх, когда Геральт теряет память, Трис не рассказывает ему ни про Цири, ни про любовь всей его жизни Йеннифер. Более того, по приказу ложи чародеек Трис манипулирует ведьмаком, выдавая ему искаженные факты, говоря только тщательно подобранные ложей сведения. Как после такого можно в принципе выбирать Меригольд? Йеннифер, конечно, тоже не идеальный человек. Она использует людей, вертит любовниками для достижения своих целей, готова была разрушить город, чтобы захватить Джина и уничтожить единственного золотого дракона ради призрачной надежды исцелить свое бесплодие. Йен даже изменяла Геральту, про это есть целый рассказ. Впрочем, это делал и Геральт, и Трис, и вообще для них это норма, так как у ведьмаков повышенная либидо и им нужно, а чародейкам нужно, чтобы лучше использовать магию, причем не обязательно с противоположным полом. Возможно, моя память меня подводит, но я не могу вспомнить, что такого плохого Йен могла сделать относительно Геральта и Цири. Пожертвовала жизнью, выкупала снаряжение, тайно помогала деньгами. Она все время заботилась о них, пускай иногда и была неприступно холодной при этом. Но почему-то именно Йеннифер недолюбливают многие, даже разработчики. Йен отсутствовала в первых двух играх, ее любовная линия развивается гораздо позже событий с Трис, и этот квест не только просто легко провалить, если двинуться дальше по сюжету, но и скорее всего вы к тому моменту уже признались в любви Трис, не устояв перед ее очарованием. Так что как минимум придется довольствоваться вариантом без чародеек, а это несправедливо. И практически в каждом ролике от Трис и Йеннифер я пытался вам это доказать. Но сейчас я понимаю, что был неправ. Йен – взрослая и опытная чародейка. Их любовь с Геральтом сложная, и если игрок не готов пройти эти маленькие испытания, проигнорировать Трис и рискнуть отменить желание Джина, то значит он не готов выбрать Йеннифер. Но если вы выберете ее, то узнаете, что Йен готова построить с Геральтом полноценные отношения, готова отказаться от своей тяги к власти и большинства привилегий чародейки. Все ради того, чтобы быть с любимым ведьмаком, где угодно. Например, в Корво Бьянка. Трис юная и легкая, добрая и светлая, но неопытная, доверчивая и наивная. Именно это не дало ей пойти против ложи в книгах и заставило поначалу выполнять их приказы в играх. Но когда чародейка узнала истинные мотивы своих, так скажем, подруг, она отказалась от них и даже открыто выступила против. К третьему ведьмаку Трис повзрослела и возмужала. Она готова взять на себя ответственность и риски. Помогает Геральту разузнать нужные ему сведения, не щадя себя. Помогает спастись множеству других чародеев и организовывает их побег в Ковир. Она уже не та Трис из книг и первых игр. Перед нами совсем другой человек. Амбициозный, готовый изменить этот мир. И именно поэтому после событий игры она отправляется в Ковир, где занимает должность королевской советницы. Жизнь Трис Меригольд только начинается, и Геральт может встать подле нее. Но нужно ли ему это?
Моя ошибка была в том, что ранее я рассматривал то, какими чародейки были, то, какие поступки они совершали и то, как их показывали, игнорируя тот факт, кем они стали и какие они есть сейчас, в конце истории Белого Волка. И мне безумно нравится то, какой стала Трис. Девочка выросла, цветок расцвел и ее ждут большие приключения. Теперь я бы, наверное, хотел быть рядом с ней, хотя всегда до этого категорически выступал против. Но Геральт старый волк, его любовь Йеннифер, и их обоих ждет покой в объятиях друг друга. Так кого же все-таки выбрать? Если видео понравилось или было полезно, поставьте лайк, подпишитесь, если не хотите пропустить следующее, и напишите поддерживающий комментарий. Также прошу кликнуть на партнерскую ссылку в описании. Отдельная благодарность спонсорам за оказанное доверие и поддержку. На этом все. С вами был A Voice Rebus, и увидимся в следующем видео.